Всем аквариумистам и не только привет! Сегодня я расскажу об оксидаторе, как его сделать своими руками и сэкономить на этом кучу денег. А также расскажу, зачем он нужен и нужен ли он вообще. Естественно, касаясь этой темы, обязательно расскажу об аэрации и редокс-потенциале в аквариуме. Начну ролик с общих понятий. То, что без аэрации в аквариуме никак, это понятно всем, и это объяснять не надо. Немного уточню, а может для кого-то в чем-то открою Америку, что аэрация – это не только и не столько пузырьки воздуха от компрессора. Назову основные способы аэрации в аквариуме. Первое – компрессор. Подача воздуха специальным устройством под давлением и распыление в аквариуме. При этом надо помнить, что это как с подачей СО2. Чем меньше пузырьки, тем лучше процесс растворения кислорода в воде. А пузыри воздуха, лопаясь на поверхности, разрывают зеркало воды, отчего тоже дополнительно происходит процесс обогащения воды кислородом. Второе. Вибрация воды на поверхности. Да, именно вибрация поверхности воды, по-другому зеркало воды, очень сильно помогает обогащению воды кислородом, о чем многие забывают или совсем игнорируют. В некоторых случаях он сравним с обычной аэрацией компрессором. Третье. Кислород, выделяемый растениями во время фотосинтеза днем. Не забываем про то, что ночью идет обратный процесс – поглощения растениями кислорода и выделения СО2. Четвертое. Использование оксидаторов. Устройства, основанных на принципе взаимодействия перекиси водорода с катализатором, в результате чего перекись распадается на молекулярный кислород и воду. Пятое. Экстремальный химический способ получения кислорода, основанный на использовании перекиси водорода, напрямую заливаемой в аквариум. Сопутствующим и обязательным условием любой аэрации является циркуляция воды в аквариуме. Иначе при любом из способов образуются застойные зоны. Использовал и использую все названные методы. И не понаслышке подтверждаю, все методы прекрасно работают. Очень многих интересует вопрос, особенно тех, кто использует или собирается использовать систему подачи СО2 в аквариуме. Выключать ли днем аэрацию? И не выбивает ли, не выдавливает ли кислород СО2 из воды? Не вдаваясь в детали и тонкости, больше теоретически и маловероятны, отвечу категорически. Нет, не выбивает и не выдавливает при всех равных и стандартных условиях, то есть почти никогда. Чтобы не быть голословным, показываю свой аквариум на 260 литров и обращаю внимание на безумную аэрацию данного аквариума. В аквариум подается воздух через компрессор вдоль заднего стекла. В аквариум подается воздух через воздухозаборную трубку внутреннего фильтра, куда через переходник подключен самодельный оксидатор и поступает молекулярный кислород. В аквариуме присутствует хорошая вибрация воды от выходной трубки внешнего фильтра. И главное, внимание, СО2 не подается уже больше года. Жидкий биоуглерод не вливается ни в какой форме. Ответ. Есть ли СО2, углерод в аквариуме и растут ли растения, очевиден и нагляден. Прополка в этом медленном травнике каждые 10-14 дней, а некоторых растений и еще чаще. Следовательно, даже при таких условиях, при такой аэрации, в воде имеется достаточное количество углекислоты, и никаким образом она не выбивается и не выдавливается. Такая аэрация только в этом аквариуме. Во втором аквариуме на 70 литров воздух подается через воздухозаборную трубку внутреннего фильтра. Также через переходник, в которую дополнительно подается кислород от самодельного оксидатора. В третьем аквариуме вообще нет никаких компрессоров, оксидаторов, только фотосинтез и иногда вибрация воды от помпы, пока последняя не забивается. Не забываем, что чем выше температура воды, тем меньше растворимость и содержание кислорода в воде. А следовательно, при всех иных равных условиях в аквариуме с температурой в 30 градусов рыбам будет намного тяжелее дышать, чем при температуре 22 градуса. Незнание этого может сыграть очень злую шутку при перегреве воды. Теперь, чтобы перейти к теме оксидатора, нельзя не затронуть тему редокс-потенциала. Может, кто про это впервые услышит и благодаря этому ролику потом пойдет по разным источникам и раскроет эту тему для себя более подробно. Так вот, что такое редокс-потенциал и для чего вообще про него знать аквариумистам? Редокс-потенциалом в аквариумистике называют окислительно-восстановительный потенциал аквариумной воды. В слове уже заложено описание двух процессов, одновременно протекающих в аквариуме. Оксидация – процесс поглощения кислорода, редукция – процесс выделения кислорода, либо поглощение водорода. Теперь очень и очень коротко о редокс-потенциале на практике и его значения. Поддержание хорошего редокс-потенциала в аквариуме очень благоприятно сказывается на растениях и гибрионтах. Редокс-потенциал тесно связан с азотным циклом.
Сильное загрязнение аквариума органическими веществами, такими как фекалии, остатки корма, отмершие растения, приводит к снижению редокс-потенциала. Чем больше величина редокс-потенциала, тем выше окислительная способность аквариумной воды, и тем большее количество органических соединений может быть окислено. Чем больше в аквариумной воде содержится продуктов распада, тем больше кислорода требуется для их разложения, и тем меньше кислорода остается рыбам для дыхания. То есть имеющийся в аквариуме кислород идет не только на дыхание рыб и других гибрионтов, а ночью потребляется растениями. Он еще активно потребляется бактериями и расходуется на окисление органики. Запомните это. Дальше теорию трогать не будем и подведем итог. Значение редокс-потенциала оказывает сильнейшее влияние на биологические и химико-физические процессы, протекающие в аквариуме, в том числе на такие, как способность усвоения различных веществ аквариумными растениями и рыбами, напрямую сказывается на здоровье гибрионта в целом, влияет на протекающий азотный цикл и затрагивает иные процессы баланса в аквариуме. Одним из устройств и способов, улучшающих редокс-потенциал, а именно его окислительную часть, является оксидатор. Его основное назначение вытекает из принципа работы, образования молекулярного кислорода и действия активного кислорода в аквариуме. Оксидатор уменьшает количество отложения и помутнения воды, устраняет неприятные запахи, удаляет аммиак, нитриты, сероводород, бактериальную пленку, устраняет позеленение воды и препятствует размножению различных водорослей, предотвращает удушье у рыб, лечит болезни рыб, в том числе закупорку кишечника, бак-пленку на глазах, язвы, нейтрализует кожных и жаберных паразитов, борется с большинством вредных бактерий и простейших, является профилактикой бактериальных заболеваний, облегчает корневое дыхание растений, ускоряет их рост, кустистость и акклиматизацию, позволяет заменить отсутствие механического компрессора, беззвучен в эксплуатации. Как все поняли, это прям чудо-устройство на все случаи жизни. Простым языком, главное его назначение – это насыщение воды молекулярным кислородом, который в силу своей высокой активности облегчает дыхание рыб, минимизирует последствия ночных перепадов содержания СО2, активизирует процессы распада органики, подавляет развитие водорослей и различных вредных бактерий, является профилактиком и лечением различных заболеваний у рыб. Наличие оксидатора сильно увеличивает окислительно-восстановительный потенциал, редокс-потенциал воды. Это тормозит развитие водорослей. Прекращает преобразование относительно неядовитых нитратов в ядовитые нитриты, окисляет содержащиеся в воде органические вещества и продукты распада до углекислого газа. Кто сомневается в достоверности мною сказанного, как всегда, интернет и книга вам в руки. Желание перепроверить и расширить информацию по данному вопросу только приветствуется. Теперь отвечу на вопрос: покупать или сделать самому? Лично мое мнение, покупной оксидатор, работающий с помощью запатентованной технологии и стоящий кучу денег, ничем не отличается от самодельного оксидатора, кроме как ценой и формой. И там на выходе молекулярный кислород. А молекулярный кислород, он и в Африке таковым является. Кто докажет обратное, пусть первым разобьет мой аквариум. Вроде как в покупном еще на выходе присутствует атомарный кислород, это весомый аргумент. И факт только для очень странных людей, так их назову. Если есть лишние деньги и вас не будет напрягать вид покупного оксидатора в аквариуме, смело покупать. Теперь о практике применения лично мною самодельных оксидаторов на примере двух своих аквариумов 19-20 месяцев без подмен. Простите, водорослей не было и нет, а посему сказать, как он борется с ними, не могу. Скажу только, что на ксен оксидатор у меня никак не влияет. Если происходили скачки фосфатов в большом аквариуме в меньшую сторону, то ксен с ними то появлялся, то исчезал. Не считаю себя ксен водорослями, потому как у меня ксен – это мельчайшие зеленые точки на стекле, которые я удаляю только в одном аквариуме раз в 2 месяца. В другом аквариуме всего 1 раз за год чистил стекла. По поводу образования ила и мутности – тоже как-то с этим проблем не было, так как использую еженедельные бактерии. И хоть не подменю воду, заильность грунта минимальная, вода кристальная. Я не делаю регулярных сифонов, и в моих аквариумах сифонки просто невозможны из-за плотности посадки растений. Да и в активном травнике, считаю, они не нужны. Так вот, показываю наглядно заильность своих грунтов. Это за 19-20 месяцев содержания аквариума, то есть минимальное. При том, что за все время этих 2 аквариумов было примерно 4 поверхностные сифонки в каждом. Из-за пересадки растений и из-за этого сильнейшей взвеси и налете на грунте и в воде.
Конечно, может действительно оксидатор помогает и внес в это свою роль, не знаю. Вода всегда была и есть прозрачная, и налета из органики на грунте нет, в том числе рыбьих фекалий. Они моментально разлагаются и исчезают, как и остатки растений. Обращу внимание на сильнейшее течение и наличие огромного количества самов-коридорусов в моем аквариуме на 260 литров. Если бы были остатки органики на грунте и в воде, можно себе представить, как бы выглядела вода при таком течении. Рыбы у меня не болеют и не болели, поэтому как там оксидатор помогает с лечением болезни, не знаю. А может еще и потому и не болеют, я и шанса не даю каким-либо паразитам и болячкам. Профилактика проблем во всем. Всегда лучше решение проблем. С теорией все. Мы поняли, что оксидатор нужен. Или не совсем нужен, но не помешает. И если захотели сэкономить денег и сделать его за 5 минут своими руками, мои советы вам в помощь. Что такое оксидатор технический? Это любая емкость, в которую залита перекись водорода и помещен катализатор. При взаимодействии катализатора и перекиси выделяется молекулярный высокоактивный кислород и вода. Значит, наша задача – безопасно смешать компоненты и максимально безопасно и эффективно полученный кислород донести в аквариум. При этом главной задачей и самой сложной будет не получение кислорода, а достижение результата максимальной растворимости кислорода в воде, то есть КПД, коэффициент полезного действия, от этого кислорода. Все как с подачей СО2. Чем крупнее пузыри, тем меньше КПД, и кислород будет тупо улетучиваться из воды нерастворимым. Надо помнить, что это не воздух, а именно активный кислород, и он не должен пузырить так же, как и трубка компрессора. В идеале пузыри должны пылить и, растворяясь в аквариуме, не должны доходить до поверхности воды. Узнав все это, берем любую нужную вам емкость с крышкой, делаем в крышке отверстие и вставляем в него шланг. Пространство вокруг шланга изолируем всем, что попадется под руку, эпоксидной смолой, герметиком, жидким и нежидким клеем и так далее. Далее берем медицинскую перекись водорода. В зависимости от объема аквариума вам потребуется или обычная медицинская перекись 3% для любого маленького аквариума, или 6% перекись для аквариума объемом от 100 литров. Чтобы было хоть немного понятен расход перекиси, необходимый для аквариума, приведу немного статистики. Из литра 30% раствора перекиси водорода суммарно выделится 156 грамм чистого кислорода. Этого количества кислорода хватит для однократного полного насыщения 20 тысяч литров воды. При температуре 25 градусов и одном большом катализаторе из литра раствора перекиси водорода в сутки будет получено при 30% растворе 5000 мг, при 6% 270 мг и при 3% 65 мг кислорода. В качестве катализатора пойдет любая необожженная керамика, различные металлы. Я использую самый агрессивный вид катализатора, обычный кусок свинца от грузила. Продается в любом магазине рыбалка и охота. Размер одного катализатора из свинца примерно 0,1-0,3 грамма. Для маленьких аквариумов хватит одного катализатора, для аквариумов примерно 100-300 литров, 2-3 катализатора и так далее. Важно помнить, из чего катализатор не важно. Важны количество катализаторов, их объем и размер. Чем больше количество, объем, размер, масса, тем сильнее реакция. То же самое с концентрацией перекиси. Чем сильнее концентрация, тем активнее процесс. Важно добиться такой скорости реакции, при которой выделяемое количество кислорода было достаточным, максимально успевало раствориться в аквариуме и не вызывало перенасыщения воды или выход из аквариума без растворения. Также на скорость реакции очень влияет температура рабочего раствора. Чем выше температура, тем активнее реакция. Поэтому оксидатор, помещенный в аквариум, эффективнее работает, чем расположенный вне аквариума. При нагревании воды, а следовательно и уменьшении кислорода в воде, он активнее работает и наоборот, что экономит силы и средства. При повышении температуры на 8 градусов выход кислорода в 2 раза увеличивается. При понижении температура кратно снижается. Далее полет мыслей и наличие средств, то есть придумываете и реализовываете систему распыления кислорода. Все как по принципу СО2, только тут при маленьком объеме рабочего раствора тяжелее создать давление, да и не всегда это надо. Я сейчас наглядно покажу рабочие варианты моих оксидаторов, различных по объему, месту и способу установки, а также варианты распыления. Для меня самым удачным и используемым мною сейчас оказался способ, когда я шланг оксидатора через переходник подключил к шлангу воздухозаборной трубки внутреннего фильтра.
При этом оксидатор стоит вне аквариума, не виден, не мешает, легко проверить скорость и наличие реакции. А главное, засасываемый кислород перемешивается с воздухом и под давлением поддается в аквариум мелкими пузырями. Максимально долго находится в воде, а значит максимально эффективно растворяется. Самый большой недостаток данного способа: в случае отключения электричества или в случае сильного загрязнения фильтра воздух перестает засасываться, и кислород, соответственно, тоже. Он начнет улетучиваться из воздухозаборного отверстия, то есть не происходит подстраховка работы компрессора. Так что смотрите и думайте сами. Ни в коем случае не лейте перекись концентрация 10% и более. И если у вас не на тонну аквариум, не вздумайте кинуть свеца хотя бы пару грамм, сразу видите принцип действия ракетного двигателя, основанного на перекиси. И я не шучу, такой способ действительно используется в ракетных двигателях. Произойдет сильнейшая реакция, сопровождаемая резким вспениванием перекиси, разогревом ее, соответственно сорвет любую крышку, и под напором перекись вылетит из емкости. А если это еще попадет на кожу, неминуем сильнейший ожог. Внимание, будьте осторожны, работая с перекисью. Лучше делать это в перчатках, особенно если перекись не медицинская и не 3%, а выше. При попадании на кожу моментальный ожог, не дай бог глаза попадет. Использовать немедицинскую перекись категорически не рекомендую. Помните главный принцип аквариумистики: никакого резкого вмешательства в аквариум, никакого резкого изменения физико-химических свойств воды в аквариуме и так далее. Тише едешь, никому проблем не создаешь. Начните с малого, с определения эффективности работы созданного вами оксидатора в количестве катализаторов и времени работы. Потом подрегулируйте, и будет вам счастье. Точных советов, чего и сколько и как, а также насколько хватит, дать практически невозможно, так как у всех условия совершенно разные. У меня при средней температуре в квартире плюс 26 градусов 500 мл 6-8% перекиси, разбавляю с концентрата медицинской 30-40% перекиси, так что точно не могу сказать, какой у меня процент. При наличии 3 катализаторов по примерно 0,1 грамма хватает примерно на 1 месяц для аквариума 260 литров, в котором объем воды 220 литров. Естественно, сначала реакция идет очень активно, потом постепенно замедляется. Как вариант, сначала попробуйте запустить с одним катализатором, а когда процесс начнет замедляться, добросьте второй. Ну, в общем, далее сами. Напоследок обязан предупредить о возможности отравления рыбы данным способом из-за чрезмерной подачи кислорода в аквариум и его избытка. Как говорится, заставь Богу молиться, и будет всем не весело. Это тяжело сделать, но реально. При избытке кислорода рыбы также могут задохнуться, как и при недостатке его. Симптомы избытка кислорода рыбы такие: начинает очень беспокойно себя вести, наблюдается потеря равновесия, нехарактерное дрожание плавникового тела, наблюдается покраснение глаз, рыба начинает как при удушье хватать ртом воздух. Мое мнение: оксидатор не панацея, не чудо-средство, не волшебная пилюля, которая спасет вас от всех проблем. Оксидатор – это один из приемов и способов, который облегчит вам жизнь и сгладит какие-то косяки, естественно, в правильных руках. Будьте разумны. Как всегда, поделился своим опытом, мнением, стараясь облегчить вам жизнь. Всем спасибо за просмотр и удачи!